Привет, дорогие друзья! Спонсором этого видео является украинское издание «Новое время», руководителем которого является Томаш Фиала. Они выпустили материал, где рассказали, что каждый, кто критикует Минобороны Российской Федерации, по сути, его направляет ФСБ. И привели мою фамилию в пример. Смотрите, я думаю, что можно теперь отдохнуть немножко от критики российских воров и российского руководства и заняться ворами отечественного производства, а именно воровством, начиная от Укроборонпрома, заканчивая волонтерами, которые воруют до 90% сборов. И самое интересное, госкомпаниями. Вы знаете, что украинская власть обещала дрон-убийцу. Дрон, который потрясет весь мир, и уж точно ваты будет много, пылать будет вата, ну и так далее. Сейчас я вам приоткрою немножко завесу. Что же это за дрон? Потому что они его считают сверхсекретным. На самом деле никакого секрета нет, я сейчас вам расскажу. Смотрите, самыми передовыми ворами на сборах для вооруженных сил Украины являются, конечно же, Стерненко и Притула. Я вам уже показывал, как Стерненко ворует на прицелах, к примеру, там приборы ночного видения, которые якобы должны приехать из Америки, но их никто так и не увидел. Я вам показывал, как ворует даже на обогревателях для армии, а на главной, на моем YouTube-канале висит расследование, где я доказываю, что сбор на беспилотники, там было украдено порядка 90% собранных средств. 90% собранных средств. Смотрите, каждый обстрел Украины, каждый ужас для рядового украинца, для воров радость. Они, пользуясь психоэмоциональным состоянием украинцев, которые наблюдают за этим кошмаром, постоянно объявляют новые сборы. Обратите внимание, обстрел, сбор. Это не просто так. Это специальная игра на эмоциях, потому что они знают, что люди жертвуют в период вот такого эмоционального подъема. Короче, дроны — это золотое дно. И вот они собирают на месть русским, собирают 100 миллионов гривен. На самом деле собирают больше, на 250 миллионов, но про сдачу забывают. А на 100 миллионов заказывают 50 дронов отечественного производства, то есть по 52 тысячи долларов за штуку. Я провел расследование, где доказал, что цена такому дрону — это в хороший базарный день 5000 долларов. А это, в свою очередь, означает, что 90% средств, собранных средств, были просто банально украдены. Стерненко пытался защититься от этих моих расследований самыми передовыми методами, то есть он обзывался, перекручивал мою фамилию и оскорблял меня. Дошло до того, что он начал публиковать некие отчеты о помощи Украине от США, пытаясь доказать, что дроны Switchblade, цена которым там 10 тысяч долларов, что они стоят 220 тысяч долларов. 220 тысяч долларов один дрон. Когда эта братва поняла, что собрать 100 миллионов, купить на них, завысив стоимость там, в 10 раз, что-то непонятное или не купить, а остальные деньги просто потерять, не получится. Они начали выкручиваться. Несмотря на то, что женой Притулы является сестра олигарха и регионала Хомутынника, который однозначно помогает Притуле в контактах его с нынешней действующей властью, несмотря на прикрытие в Минобороне, все равно объясняться надо. Потому что даже самые верные, я хотел сказать лохи, но на самом деле назовем их простаки, которые жертвуют деньги, начали задаваться вопросами по поводу сдачи в 250 миллионов гривен. И тогда ребята решили объяснить. На самом деле, мы закупим дроны, которые будут еще страшнее. Они будут лететь на 800 километров. На радостях народ начал участвовать в новом сборе. Ну, лох должен платить. Знаете, есть такое старое, грубое высказывание. Я с ним не согласен. Просто, много есть доверчивых людей. Короче, наши дроны полетят на 800, на 1000 километров. А вы думали, мы забыли? Нет, мы их сейчас закупим. Если с предыдущего сбора не увидели вообще ничего, то есть буквально ни работы этих дронов, ничего, самого крупного сбора на помсту, помните, то вот с этого они уже что-то показали. Збір на помсту. І ми зібрали тоді 352 мільйони гривень, частинку з яких ви зараз бачите у нас з Сергієм за спиною. Давай маленький спойлер зробимо перед звітом. Ну, а ці, власне, дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 км і нищити російську техніку. Але ще у нас будуть ті, які будуть летіти на 200 км, і найсмачніше на 800. На 800. Подождите, так где это? А что это за дроны? Ну, то есть там говорят, там 800 километров. А что это за дроны?
Почему-то, наверное, ребята просто забыли сказать. Но мы находим потом, вот выступление друга еще, Стерненко, вот он вешает, смотрите. На самом деле, пару дней назад, вот смотрите, хорошие дроны, это будут не конфетки, а взрывчатка, очень крутые дроны, хорошие дроны, подождите, а где характеристики? Вот, про характеристики мы говорить не можем, это секрет. Вот оно в чем дело. Смотрите, чтобы не попасть в просак, как в прошлый раз, они решили не называть наименование дрона, как было тогда, RAM-2, да, и все такое, чтобы люди не поняли, что же за дерьмо они покупают на 250 миллионов собранных с простаков средств. Ну, а мы, наверное, догадываемся. Итак, дроны, которые могут летать на такое расстояние и которые производятся в Украине, это беспилотный летательный аппарат Горлица. И здесь самое интересное, потому что производитель этих дронов это государственное предприятие Антонов. Госпредприятие? Серьезно? То есть вы собираете с народа средства для того, чтобы купить дроны у государственного предприятия. Ну это же прекрасно, мне кажется. А государственное предприятие за чьи деньги существует? Не за народные, не за бюджетные, нет? Но это не все. Смотрите, Антонов, на самом деле, госпредприятие Антонов, это отличное место для того, чтобы там украсть. Не так давно предприятие обвинили в связях с Россией. Кроме того, Антонов является фигурантом многих коррупционных скандалов. К примеру, пару месяцев назад за них взялось НАБУ за растрату 24 миллионов гривен, которые они пытались отмыть через частную юридическую фирму. Это во время войны, это бюджетные средства. Дело активно расследуется и сегодня, деньги арестованы. Ранее предприятие Антонов ловили на отмывание денег за счет закупки топлива у самых невыгодных и самых дорогих поставщиков. Понимаете, для чего это делается? Ты покупаешь самое дорогое топливо, надеясь, что этого никто не заметит. А продавец дает тебе откат. Приятно, правда? Топ-менеджер компании Антонов за бюджетные деньги решил купить оборудование за 5,5 миллионов гривен у своей собственной частной фирмы. Расследования идут, но никто, конечно, никого не посадит, потому что Антонов это очень крутой проект для воровства. Почему Притула и Стерненко обратились именно туда? А мы понимаем, где они будут закупать. И что они будут закупать? Понять несложно. Дроны, которые заказывают Притула и Стерненко у концерна Антонова, это фикция. 250 миллионов на фикцию. Я сейчас вам объясню почему. Сам проект Горлица начал осуществляться в 2017 году. Компания заявила, что собирается потратить 15 миллионов долларов. Однако что-то пошло не так. И люди, разбирающиеся в авиамоделировании, начали высмеивать проект Горлица. Грустно. Выяснилось, что Горлица это не что иное, как подделка, оснащенная японской коммерческой системой управления Футаба, применяемой в авиамоделизме и другими компонентами хобби авиамодельного класса. Что делает Антонов после этого? После того, как начинают писать, глумиться, вы что думаете, как-то, он как-то кается, что ли? Нет. И вот проходит 4 года. Смотрите, потрачены миллионы долларов. Давайте же посмотрим, перенесемся в 21 год и посмотрим, как выглядит гордость военного, хотел сказать, авиамоделирования. Давайте посмотрим. Так, Антонов планирует разработать высокоударный разведывательный беспилотник. Подождите, это 21 год? Да. Берем другую статью. Антонов разрабатывает отечественный беспилотник БПЛА Горница-2. Как это разрабатывает? Они же его уже разрабатывали. Да, можно долго разрабатывать. Я думаю, в 2058 они приступят к окончательной разработке. Короче, на февраль 22 года у Антонова на руках оказалась вот эта вот модель, я не знаю, это небольшой планер, размером 2 на 1,5 метра. Дело пахло провалом. И тогда кому-то очень креативному пришла в голову идея рассказать о супердроне-убийце, от которого будет дрожать русня. И мы сейчас их наконец-то... мы сейчас их заклепаем. Грозное оружие. Секретный
суперсовременный беспилотный летательный аппарат. Анонс был даже в Укроборонпроме. Вот писали, лучше даже, чем Шахед. Его даже не показывают, создавая реальный ореол секретности. И такого, знаете, ну чего-то грозного. На самом деле, перед руководством государства был разыгран спектакль. Театральная постановка, вот так. Театральная постановка. Для того, чтобы показать хоть что-то, в авральном режиме были закуплены китайские и тайваньские компоненты. Сказать почему, да? Потому что у меня на руках есть вся внутренняя документация, тех характеристики и договора. Публиковать я их не буду, потому что я не хочу сделать плохо Украине. Но вот договор конфиденциальности между ГП «Антонов» и помогающей в разработке и производстве ей компании ООО UA Dynamics. Что это такое? Что мы видим? Мы видим договор о сотрудничестве и поиске совместных технических решений. Таким образом, многомиллиардная компания «Антонов» водружает всю историю с созданием дронов на маленькие плечи какого-то ООО UA Dynamics. На конец октября 2022 года беспилотный летательный авиационный комплекс «Горлица-2» был готов в виде макета. По нашим данным, после первой выкатки через 5 минут у него сломалось переднее шасси, повредив корпус макета. Доработали его в авральном режиме. И вот уже второе испытание. Озерное в Житомирской области. Дрон опять не может взлететь. Из-за грубейших нарушений конструкции планера была нарушена центровка. Таким образом, мощный и очень грозный летательный комплекс постепенно превращается в обычный дрон Punisher, который разрабатывает вот мелкая конторка UA Dynamics. Горлица-2 быстро становится жертвой бесконечных насмешек со стороны Российской Федерации. В частности, тут вот российские СМИ смакуют просто эту информацию о том, что беспилотник украинский, на который было потрачено 20 миллионов долларов, на разработку которого врезается в нефтебазу в Орловской области, царапает какую-то бочку и ничего даже не взрывает. Но сам он распался, как конструктор Лего. Давайте заслушаем представителя Стерненко и Притулы, уважаемого волонтера Романа Синіцина. Итак, сколько денег у вас было, друзья? У нас була задача максимально ефективно використати кошти, які залишалися. Це 250 з лишнім мільйонів гривень. 250 миллионов с лишним. Ну, под лишним подразумевается еще несколько миллионов. Но забудем. Что вы на это закупили, друзья? Ми законтрактували 50 безпілотників, які летять на 800 кілометрів і несуть 30 кг корисного навантаження. Всі розуміють, що це корисне навантаження будуть не цукерки, а вибухівка. І горіти буде гарно. Ще серед 2 дрона ми законтрактували, які летять на 200 кілометрів і несуть 8 кг. Ага. 50 плюс 42 это 92 дрона. Делим 250 миллионов на 92 и получаем среднюю цену что-то порядка 65 тысяч долларов за одну штучку. А какие характеристики, друзья, еще? Ну, может, расскажешь, какие дроны? Характеристики детальні, на жаль, на прохання військових я розкривати не можу. Ну понятно, вопрос снят. Секретная информация. Для понимания, почему они секретят эту информацию, вот характеристики Шахида. А стоит он в 3 раза дешевле. Минимум в 3 раза дешевле. Вернемся к договору. Здесь мы видим, что директора этого завода, на которого возложили производство этих дронов, зовут Максим Музыка. Это депутат Днепропетровского горсовета от партии Европейская солидарность. Вот его страница на Facebook, где мы узнаем, что Музыка, Стерненко и Притула как минимум близко знакомы. Здесь мы вбиваем Притула и видим, что он репостит все сборы Притулы на народный Байрактар, которого также никто не увидел. Здесь мы видим, что он репостит статьи про Стерненко и заступается за него. А здесь мы видим, как репостит подколы друзей на тему, слышите, почему же Сергей Притула не закупает как раз таки у Музыки. Ну, теперь ситуация исправлена и закупает. То есть, что мы видим? Через госпредприятие, через прокладку в виде госпредприятия, это вообще на голову не налазит, воруются средства в особо крупных размерах. В частности, здесь отмывается 250 миллионов гривен. Закупаются непонятные дроны из китайских и тайваньских компонентов, скорее всего с пультами все-таки от каких-то радиоуправляемых игрушек по цене 65 тысяч долларов за штуку. В то время, когда дроны
стоимостью в 3 минимум раза меньше летят на расстояние в 3 раза дальше. Как так может быть? Да очень просто. И на самом деле, что делают Притула и Стерненко? Они помогают Российской Федерации. На самом деле помогают. Поэтому про них не особо-то как бы выходят там какие-то разоблачения, расследования. Почему? Они, получается, аккумулируют всю ненависть, весь радикализм людей, которые по понятной причине желают, чтобы точно так же, как разбомбили их город, разбомбили вон те вот российские города. Потом они с этих людей собирают деньги, но ничего никуда не летит. И ничего не бомбит. Во всяком случае, если бомбит, то явно не купленное на их деньги. А это приближает, во-первых, приближает мир. Можно сказать, они выдающиеся пацифисты. Но больше всего, конечно же, пользы они делают Российской Федерации. Это получается, пока в окопах сидят российские солдаты в невидимом белье, собранном там каким-нибудь подолякой, над их головами летят бомбить Москву невидимые дроны, которые куплены за средства, собранные с обычных украинцев на помсту. Я не знаю, что еще добавить. У меня все. Ну, пока что. Пока.